Всем привет, меня зовут Вируша. В этом видео я буду говорить о том, что говорят женщины за спиной мужчин и какие плохие, оскорбительные слова, и мужчины порой совершенно не знают и не подозревают о том, что женщина в сердце на самом деле думает совершенно по-другому про него. И что называется, за мужчин, за родину обидно. Может думать, что он неудачник, что он никакой, высмеивать его, выставлять на суд подружкам, или даже бывает где-то в коллективе, не всегда даже знакомым людям, как мужчина рассказывал, который работал в женском коллективе и прекрасно понимал, насколько женщины могут делиться даже какими-то подробностями близости, что он там что-то не может. И умная, мудрая женщина говорить плохо про своего мужчину не будет. Мужчина это знает, только женщина этого не понимает. Почему такие обсуждения происходят? Ну, потому что очень просто все там и свои тоже косяки, они же, как это, в своем глазу и бревна не увидишь, поэтому все косяки, они списываются на мужчин, или там плохое настроение, день не удался. Здесь нужно, конечно, найти того, на кого можно все это, весь негатив слить. Знаете, говорится так, что тот, кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. Считалось, что словами можно было подарить великое благословение человеку. Важный момент, что словом можно запрограммировать человека на удачу или неудачу. И вот здесь вот вытекает такой момент, что женщины, они, унижая мужчин, разве могут их программировать на удачу? Часто происходит, женщины начинают унижать своих мужчин в словах, потому что они не оправдали их желаний. Такая пословица есть: острое словечко колет сердечко. Проблема в том, что даже самый идеальный мужчина для женщин со временем станет не таким. Но на это, конечно, мужчины говорят, что проще сменить женщину, чем ее воспитать, потому что женщину не переделать. И если женщина изначально этого не понимает, то вряд ли она это поймет. За разговором ни в коем случае не должно быть обесценивания мужчины. Теряется от этого уважение и заканчивается все это расстройкой отношений. Где-то в общественном транспорте женщины встречаются или в сетях могут жарко обсуждать, насколько мужчина... Вот почему женщина вообще это делает? Почему мужчина так, женщина обсуждает мужчин? Потому что вот она говорит, ей надо высказаться, да, женщина, она постоянно, ей нужно делиться своими эмоциями, переживаниями, и вот она рассказывает о том, какой мужчина никудышный, характер испортился, гвоздь забить не может, денег нормально зарабатывать не может, как все однообразно, никудышный в близости и вообще, и все это мне надоело. Зачем мне такой там бездельник, трутень, ленивый стал, раньше что-то ему надо было, сейчас ничего не надо. И на это подружки говорят, что как я тебя понимаю, у меня абсолютно такой же домашний сидит, не знаю, зачем он там, как для интерьера дома находится. И вот они друг друга поняли. Это вот такая эмоциональная разрядка у женщины произошла, она сказала, и на этом она вообще может про это все забыть. Самая знаменитая, наверное, на эту тему пословица — это слово «не воробей». Вылетишь — не поймаешь. И эта пословица, она и показывает, насколько слово в нашей жизни важно, и нужно очень хорошо думать, что ты говоришь. Понимаете, одно дело эмоциональная разрядка, да, вот поговорить, а другое дело, когда это уже на самом деле не смешно. Я неоднократно сталкивалась с тем, как женщина может двулично говорить, ну, вот, конкретно у меня было, что мне рассказывала девушка, это еще давно было, но я тогда уже после этого стала понимать, что это вообще очень часто делают женщины. Вот такие два таких ярких примера. Первый пример — это когда
Первый раз я столкнулась с тем, когда мы пошли с девушкой, с моей знакомой в фитнес-клуб, там долгое время мы проводили, и мы все это время, там 3 часа, например, обсуждали его мужчину. Насколько он никакой, все в подробностях. В общем, у меня картина сложилась, что просто это самый ужасный человек вообще на планете. Зачем она его выбрала? Да, то есть это еще такой момент, еще один. Женщины выбирают мужчин, находится с ними, но при этом постоянно как бы говорят о том, что он самый, ну, демонизирует, самый ужасный, да. И так получилось, что когда мы уже выходили из фитнеса, ей позвонил по телефону ее котик, как она сказала. Она говорит: ты знаешь, извини, я уже вечером, мы собирались на вечером пойти. Она говорит: я вечером уже не могу, мне котик мой уже позвонил, мы с ним договорились. Там уже все, там уже любовь, там уже самый лучший котик на свете, там уже она летит к этому котику. И поэтому надо здесь сказать, что котик был очень обеспеченный, поэтому котик очень нужен был. Мужчины вообще даже не понимают, какой спектакль был разыгран несколько часов назад. Или вот еще одна история. Мне рассказывала девушка тоже, насколько все ужасно в их отношениях, насколько вообще мужчина никудышный. И через 2 недели у них была свадьба, и они, кстати, живут по сей день. Я тоже там постоянно выслушивала, что, в общем, ну, никаких плюсов, абсолютно никаких плюсов в этом мужчине нету. Ну, почему-то она вышла за него замуж. Вот, например, женщина говорит, что муж разлюбил, нету времени у мужа, перестал обращать внимание, незаботливый. Ну, а потом выясняется, что мужчина работает как не в себя, вообще там в 3 смены, приходит с утра ушел и пришел в 11. Потому что вот женщине захотелось что-то купить, и он пошел на это зарабатывать. Вот, например, один из случаев. Сидели женщины на каком-то мероприятии, и одна из них говорит, что мой мужчина, да кому он нужен? Он даже за бесплатно никому не нужен. И тут одна из женщин говорит: а я бы взяла. И когда мужчина узнал об этом разговоре, он, собственно, с этой женщиной, которую взяла, и ушел. И так они то есть со своей женой он развелся, и так вот с этой женщиной и дальше и жил, которая его выбрала и которая плохо про него не говорила. Вот еще одна ситуация. Мужчина через 5 людей узнал о том, что женщина про него очень плохо говорит, и не смог с этим жить и не смог это терпеть, развелся. И женщина после этого очень сильно уговаривала сначала его, не отпускала его, потом там через маму пыталась как-то достучаться, что она на самом деле так не думает про него, что она просто так говорила. Но мужчина был уже, его не сдвинуть было с его позиции, и в итоге он встретил женщину, которая сказала так, что в моем доме подруг у меня, ну, особо не будет. Редко-редко, когда кто-то заходит, и мужчину это вполне устраивает. Они договорились об этом. Здесь я хочу сказать, что есть разные подруги, есть замечательные подруги, и с подругами, конечно, можно чем-то поделиться, но систематически унижать мужчин, как делают женщины, это категорически нельзя делать. Во-первых, это рассорит и самих подруг с этим мужчиной, если они общаются. И вообще я считаю, что если кому-то неприятно, что вот мужчина, например, напрягает, что женщина общается с подругами, которые про него там что-то говорят, да, то лучше это исключить. Зачем доставлять дискомфорт? И вот так вот мужчина говорит, что в нашем доме очень редко появляются подруги, и вполне нас все это устраивает. У нас, ну, как будто из-за этого и, в общем-то, крепкие и стабильные отношения.
Какие выводы можно сделать? Вывод такой, что говорить плохо про своего мужчину точно не надо, это очень плохо, слова имеют огромнейшее значение. Это твой выбор, и ты его сделала сама. Менять свои установки и модели поведения по отношению к мужчинам. Всем спасибо большое за внимание, и увидимся уже завтра в новом видео. До встречи, пока!